вращая палку, мы будем поворачиваться на 360 градусов. Сейчас покажу, как это будет выглядеть, эти элементы. Первый вариант такой. И второй вариант, обратите внимание, поворачиваюсь в другую сторону, такой. Знакомые элементы, да? Солнышко и вращение двумя руками. Теперь поподробнее. Вы уже знаете, как вращать палку двумя руками. Даже показывали мне, делая домашние задания. У нас есть верхняя рука и нижняя рука. Нижняя рука раскрытой ладонью, верхняя рука большим пальцем вниз. Так вот, когда в очередной раз палочка попадает в нижнюю руку, давайте разберемся, в какую сторону я кручу. Я кручу вправо. Значит, какая у меня нижняя рука? Правильно, левая. Когда палка попадает мне в левую нижнюю руку, я начинаю поворачиваться в сторону освободившейся руки. Поворачиваюсь, поворачиваюсь, поворачиваюсь. И за спиной передаю палку в другую руку, когда оба пальца смотрят наверх, и палка у меня вертикально располагается вдоль позвоночника. Взял другой рукой, продолжаю поворачиваться, поворачиваться, поворачиваться. Снова ладошка раскрывается, и мы пришли в исходное положение. Да? То есть мы крутили двумя руками. Раскрытая ладонь. Я начинаю поворачиваться. Поворачиваюсь, 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 беру в другую руку. Причем, посмотрите, я беру другой рукой снизу. Снизу подвожу. Большие пальцы наверх, но рука другая подводится снизу. Продолжаю поворачиваться, поворачиваться, поворачиваться. И здесь также снизу беру раскрытой ладошкой наверх. Таким образом, центр палки у меня остается между руками. Запомнили? Сейчас попробуем сделать другую сторону, вы запомните еще лучше. Чтобы сделать другую сторону, у меня должна оказаться сверху левая рука, потому что я буду крутить влево. Угу. И правая рука у меня будет нижней. Раскрывается ладошка. И я поворачиваюсь в левую сторону, поворачиваюсь, 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 поворачиваюсь. Передаю палку в другую руку, когда у меня лайки за спиной. Продолжаю поворот. Раскрывается ладошка, я продолжаю вращение. То есть выглядит это вот так. Довольно быстро, да? Если крутить еще быстрее, придется еще быстрее крутиться самому. В одну и другую сторону покажу. Оп. Вращение двумя руками. В нижней руке оказывается палка, я начинаю поворот. Все просто. Но мы можем поворачиваться и в другую сторону. Например, когда я кручу вправо, при этом элементе я повернуться могу только влево. Ой, вправо. Да-да-да-да-да. А с помощью другого элемента я смогу влево повернуться. А именно, если я ставлю палку не в нижней руке, а в верхней руке, то я могу сюда поворачиваться, но палочка у меня поведет себя по-другому. Накрутится на плечо. Я буду продолжать поворот. Здесь я сделаю передачу солнышка. Вы уже с ней знакомы. Продолжаю поворот, скручиваю с другого плеча и, друзья мои, продолжаю крутить палку. Видали? Еще раз. Оставляю палку в верхней руке, начинаю поворот. Палка накручивается на плечо. Здесь я передаю, как в солнышке, скручиваю с другого плеча и продолжаю крутить палку. Итак, мы научились поворачиваться с вами в обе стороны. Я вращаю палку вправо, но могу повернуться и вправо, и влево. Но двумя разными элементами, друзья. И влево, если начну крутить, то все поменяется. У меня теперь правая нижняя рука. Я буду этим элементом поворачиваться влево, а этим элементом вправо. Вот так все просто. До встречи. Пока.